быстрее доснимать и валить отсюда, пока нас не поймали. Это было очень рискованно. Все, их там нет. Пошли. Нет, пошли быстро вещи пособираем. Спрячем рюкзаки, быстро доснимем. В чем мы будем снимать? Внизу. Внизу мы уже не залезем. Ну не залезем, внизу просто снимем хотя бы. Друзья, мы дождались, пока менты уедут. Все вещи собрали. Смотрите, даже мусор убрали за собой. Все, сейчас попробуем снять то, что внизу мы еще не отсняли. И надо валить отсюда. Пойдем, пока они не приехали снова. Наверное, был центральный вход. Ну, здесь по периметру все забаррикадировано. Здесь можно, наверное, открыть. Ну, при желании можно открыть. Внешний ворот. Что там? Давайте посмотрим. Раздевалка. Тут туалеты. Вот так, друзья, выглядит. Все забаррикадировано, чтобы не лазили сталкера. Это была столовая. Здесь еще даже остался запах пирожков. Так. Да, пахнет точно чем-то, каким-то кондитерскими изделиями. Норма выдачи пищи. Содрали. Не посмотреть теперь. Огромный космический корабль. Размеры нереальные какие-то. Не знаю, наверное, у нас не получится внутрь попасть. Специальное покрытие, защита от перегрева корпуса, когда он входит в атмосферу и образуется плазма. Весь этот черный слой — это все защита. Для теплозащиты корабля были созданы кварцевые пластины из сверхчистого кварцевого песка, который везли из Бразилии. Они выдерживали нагрев свыше 1600 градусов по Цельсию.
Для покрытия всего корабля использовалось около 39 тысяч плиток, причем каждая из них имела свой технический паспорт и определенное место на корабле. Эти пластинки черного цвета размещались в наиболее нагреваемых частях корабля, а материал, из которого они сделаны, называется гравимол. Белые же пластины использовались для поверхностей с меньшей температурной нагрузкой. Создателям космического корабля «Буран» пришлось решать немало задач, которых еще не было в отечественной космонавтике. Одной из таких задач стало создание новой тепловой защиты корабля, которая могла бы выдержать многоразовое использование и работу в температурном диапазоне от минус 130 до плюс 1600 градусов по Цельсию. В рамках программы «Энергия Буран» было создано 39 принципиально новых материалов и 230 технологий, многие из которых использовались и после закрытия проекта. Ребята, убирайте за собой мусор. Зачем раскидывать его везде? Что за свинство? Неужели так трудно было убрать за собой свой мусор? Пожрали, уберите. Или вы привыкли везде свинячить? Чего это? Свинячина? Угу. Полезли? Давай попытаемся. На крыле Бурана. Еле залезли. Фу. Это такое необыкновенное чувство. Туда мы не пролезем, наверное. Упадем. А там в дыре нет ничего? Но в тот люк мы точно не залезем. Нет, в этот залезем. А, ну мы наверх можем залезть. Полезли наверх. Возьми веревку. Мы в двигатель залезем. Прям в двигатель, что ли, залезем? Не знаю. Мы там не пролезем внутрь. Двигатель как. Не стоит лезть. Ничего не видно там. Да, я сниму. Вот это двигатель.
двигатели. Ну а как же нам пробраться? Ого, ни хрена себе. Такелажная точка. Посмотрите, все агрегаты еще в абсолютно приличном состоянии. Бери да запускай. Чего же не предусмотрели сюда вход? Наверняка это все стоит кучу денег. На тот момент все эти материалы были просто инновационные. Лучшие умы все это придумывали и воплощали в жизнь. А теперь все это стоит, гниет. Не знаю, есть ли там проход, но надо посмотреть. Какой-то мячик. Ничего себе! Можно пройти. Людмила, быстрее сюда! Быстрее сюда! Сейчас пролезем внутрь. Тебя тянуть? А? Очень громко ходишь. Эхо, связь. Все, быстро сходим, снимаем и все. Я просто не представляю, как это спускаться. Да нормально, я же спустилась один раз. И мы... Давай, раз, два, три, ап. Давай. И грудью сюда. Продолжаем съем. Девчонки Лиз залезли в космический корабль. Нам надо только светить фонарем. Ты же хочешь? Ничего фонарь светит. Так, ну ты тогда снимай. У тебя есть Слышишь, да? Все, мы пошли исследовать дальше. Здесь какой-то мячик. Здесь я ничего. Ни хрена себе. Какой-то космический материал. Все так сложно. Здесь не знаю, как сюда не залезть. Даже ничего особо не растащено. Вроде не знаю, что здесь должно быть внутри. Фонарь небольшой с собой не взяли. Полезли дальше. Здесь вода какая-то.
Наверное, все должно было быть вот такой обшивкой. Зашито. Ну, то ли сняли, то ли еще не успели зашить. Еще один мячик. Два. Очень сложные агрегаты, я понятия не имею, для чего все это нужно. Крыло. Деревянный ведь. Деревянные мячики-то. А здесь вот еще один там валяется при входе. Вот еще. Что это за шары круганые? Что такое? Все в каких-то круганах. Мы находимся внутри капсулы. Все кругленько. Вон люк, смотрите. Это, наверное, люк для выхода в открытый космос или для пристыковки. Вообще. Друзья, ну вы поправляйте нас в комментариях, потому что мы вообще дилетанты в этой сфере. Если мы что-то говорим, ерунду какую-то, пишите нам, для чего на самом деле были предназначены эти все агрегаты. Мы будем только рады информации. Еще работает. Дежурный. Это уже не работает. Все такое интересное. Интересно, ее можно открыть? Лезем дальше.
жива? Так. Но здесь уже открытый люк. Смотрите-ка, еще в Советском Союзе деревянные штучки использовались. Где еще такое найти можно? И вот, что это за курганы такие из дерева? Они какие-то. Здесь, конечно, все вытащено. Вот эти все узлы остались, а проводки все нету. Сейчас попробуем залезть наверх. Сюда, в кабину пилота пошли. Ты уже в кабине? Не, это какая-то другая фигня. Кабина выше. Это, смотрите, кабина пилотов, или как назвать, космонавтов. Сиденье. Сиденье кто-то украл. Посмотрите, какое толстое стекло. Это все двойное или тройное. Вот, и там вон очень много слоев стекла, чтобы оно защищало и от перегрева. Немножечко снижала радиацию. Это еще все работает. Просто потрясающе. Да, но зато они должны были сидеть в тесноте. Здесь довольно тесно. Вон кто-то разбил стекло, можно посмотреть. Такое толстенное. 2 слоя. Так это получается макет. Габаритно-массовый макет изделия 17М29. Непонятно теперь, макет это, а тот поменьше должен был летать. Или наоборот. Что-то я уже запуталась. Ничего не понимаю. Педали. Прикольно. Нажимается. Ладно, сейчас вылезем на крышу, посмотрим сверху. Может быть, залезем во второй, а может быть и нет. Я на крыше. Ну,
непонятно. Здесь написано, что это макет. Может быть, тогда настоящий тот. Все-таки у него. Хотя у этого тоже как будто бы двигатель. Непонятно. В общем, ребята, ждем от вас комментариев. Немножечко прояснить нам ситуацию. И эта штучка белая, она мягкая. Так неожиданно. Какой-то материал супер термоустойчивый. Смотрите, хвост тоже усилен такими пластинами. Термоизоляция. Такие они как будто плотный пенопласт. Так, ну что ж, буду двигать, наверное, дальше. Попробуем посмотреть тот. Может быть, там более интересно. Хотя по виду он вообще весь побитый, к сожалению. Привет тем, кто жрал на короле Бурана и не убрал за собой ничего. Надо быть самым последним свиньями. А это у нас второй корабль, который здесь стоит, второй Буран, но он чуть поменьше. На самом деле оба эти корабля являются макетами, которых было создано достаточно много для различных технических испытаний. Этот же корабль имел название «Буря» и был вторым летным экземпляром первой серии орбитального корабля «Буран». «Буря» была практически готова ко второму полету, который должен был состояться в 1992 году. Но по причине недостатка финансирования полет так и не состоялся. А проект «Энергия Буран» был закрыт в 1993-м. Степень готовности «Бури» на момент закрытия программы оценивалась в 95-97%. Ну, в общем, друзья, непонятно. Этот настоящий или тот настоящий? Кто-то уже пробил здесь обшивку. Смотрите, здесь так не пролезешь, как в том. Или пролезешь через ту дырочку, даже не знаю. Конечно, хочется попытаться, но как-то это очень стрёмно. Зацепиться не за что. Может быть, с той стороны попробовать. В общем, в этом я смогла только на крыло залезть. Вот сюда не могу пробраться. Здесь мне слишком несподручно. Даже не дотянусь, наверное, туда. Но у этого немножечко даже другая обшивка. Она более какая-то похожа на гранит. Не на гранит, а на мрамор. Смотрите, с мраморным каким-то рисуночком. Или это она просто потрескалась так. Плотная.